Всем привет! На территории центра инжиниринга компании АвтоВАЗ заметили китайский кроссовер FAW Bestune T77. В сети появились фотографии автомобиля с регистрационными знаками Самарской области. Именно этот кроссовер встанет на конвейер завода Nissan в Санкт-Петербурге. Только выпускаться он будет под брендом Lada. Также стало известно и о других китайских моделях, которые будут выпускаться под брендом Lada. Впрочем, официальных подтверждений от АвтоВАЗа и его партнеров до сих пор не было. У нас подписано соглашение о неразглашении с нашими партнерами, сообщил в интервью глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Я не могу назвать конкретные модели, но класс назвать могу. До конца 2023 года появится несколько тысяч кроссоверов в сегменте C и D и седан в сегменте D. Как минимум 3 модели. В ближайшее время будем запускать конвейер. Я думаю, что речь идет о кроссовере FAW Bestune T55 или в бэке Bestune B70. FAW Bestune T77 представлен в России официально. Это среднеразмерный кроссовер длиной 4525 мм и колесной базой в 2700 мм. Он оснащается турбомотором 1,5 литра на 160 лошадиных сил в сочетании с механикой либо роботизированной коробкой передач. Дорожный просвет составляет 180 мм, привод исключительно передний. На сегодня FAW Bestune T75 доступен в 4 комплектациях по цене от 2 миллионов 170 тысяч до 2 миллионов 430 тысяч рублей. Напомним, завод Nissan в феврале 2023 года окончательно перешел от Nissan к компании АвтоВАЗ. Впервые о том, что одним из партнеров российской компании станет государственный концерн FAW, говорилось еще в октябре прошлого года. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно, машины, везенные в прошлом году, дилерам нужно продать и перевести этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит Trade-in я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Интересно, АвтоВАЗ сделает по традиции конкурс на название новой модели. Я думаю, мы им много идей накидаем. Она называла себя Lada, но все знали ее по имени FAW, с тех давних пор, когда она работала в притонах Шанхая. Интересно, каким макаром они на эту решетку радиатора шильдик Лади смогут наклеить, он кривой же весь. Сейчас на территории центра инжиниринга АвтоВАЗа проходят ходовые испытания китайского Bestune, чтобы наклеить шильдик Lada. Это ли не достижение? И вообще, что за испытание может проходить автомобиль, который уже серийно продают в России? Коэффициент аэродинамического сопротивления выясняют после переклеивания шильдика FAW на Ладу. Некоторые напишут, что опять нытье. СССР за 70 лет в плане легковых автомобилей тоже почти ничего своего не создал. Все на базе чего-то импортного. Да и вообще мы слезли с французской платформы Renault и залезли на китайскую платформу FAW. Но обидно, что был и есть шанс развивать и создавать свои автомобили, перекупать технологии, специалистов, дать шанс нашей молодежи проявлять себя. Но нет, мы выбрали путь переклеивания шильдиков. А смысл в переклеивании шильдика? Разве что в принудительном обновлении автопарка госучреждений за счет федеральных и муниципальных бюджетов, чтобы подвести под законные требования госзакупок псевдоотечественного производителя. Ну и как бонус лавры и почет гендиректору предприятия. А кто хочет купить в России китайский FAW Bestune T77, и так это может сделать уже сейчас. А как вам китайские машины от отечественного производителя? Пишите в комментариях.